Как часто вы разговариваете со своей душой? Мы так заняты, мы все время спешим, нам все время некогда, нам некогда остаться даже на несколько минут наедине с собой. Когда мы разговариваем со своей душой? И нужно ли это делать? Это очень важно, говорить со своей душой, потому что тогда мы поймем свои истинные цели, свои истинные желания, свою истинную миссию. Душа раскроет перед нами нашу истинную сущность и нашу божественную природу. Вот почему так важно разговаривать с душой. И вот почему так упорно вас отвлекают от этого. Как принять все в своей жизни? Тяжести, страдания, испытания, несправедливость. Когда вы заслуживаете большего, когда вы достойны, когда вы хотите большего, потому что вы по праву своего рождения изобильные и свободные. Но в действительности этого нету. Так как же принять свою жизнь, если она так несправедлива к вам? Как же жить с горечью в душе? Как жить, чувствуя несправедливость вокруг вас? И вот здесь очень важен разговор со своей душой. Научиться говорить со своей душой – непростое дело. Потому что часто мы не слышим свою душу и не понимаем, что она хочет. Потому что ум доминирует в нашей жизни. И когда мы научимся говорить со своей душой, мы начнем больше понимать самих себя, свои истинные желания и истинные цели, а не те, которые навязаны нам обществом. И когда мы жалуемся на свою судьбу и недовольны ею, тут очень важно понять, что перед воплощением на этой земле наша душа сама выбрала эти обстоятельства, эти уроки для того, чтобы пройти их и эволюционировать. Потому что самая главная миссия души — это эволюционировать и вознестись к своему источнику, откуда она пришла, и соединиться с источником Абсолюта. И когда мы жалуемся на свои обстоятельства жизни и недовольны чем-то, в любой сфере, это может быть отношения, финансы, здоровье, работа и так далее, то тут надо задуматься, что все это дано не случайно. Случайности нету в нашей жизни. Все, что происходит в нашей жизни, это наш выбор, который когда-то сделала душа перед тем, как воплотиться, потому что она хотела пройти эти уроки, она хотела их пройти и эволюционировать. Но когда мы воплощаемся, мы обо всем этом забываем, мы не помним этого. И мы начинаем проходить наш жизненный путь как с белого листа. Поэтому, когда мы понимаем это, что все обстоятельства в нашей жизни выбраны нашей душой для того, чтобы пройти эти уроки, то мы можем принять это, как бы тяжелы они ни были, эти обстоятельства. Мы можем их принять, потому что это был
выбор нашей души. И все эти страдания и несчастья, которые мы испытали, они сделали нашу душу сильнее, они ее пробудили от сна и закалили, и помогли ей эволюционировать для того, чтобы вознестись. И тогда мы учимся на других людей смотреть так же, потому что другой человек — это тоже душа, которая тоже проходит свой какой-то жизненный путь и тоже ошибается. И, возможно, еще там душа не проснулась. Душа пытается с ним говорить. Душа пытается через эти страдания, через эти лишения, через эти тяжелые обстоятельства жизни пробудить этого человека, чтобы он, наконец, услышал себя, истинную свою природу, истинное свое предназначение, истинные цели, истинные желания. И тогда нам легко и с любовью можно принять наш жизненный путь, каким бы он ни был, и быть благодарными за то, что мы имеем, и за то, что мы испытали или еще испытываем. Наша душа стала сильнее. Если человек не озлобился, если он не стал жестоким, потерял человеческий облик, если он сохранил свою душу, то тогда душа пробудилась, тогда душа прошла этот путь и вынесла уроки. Вот что было ей важно, вот для чего она воплотилась на планете Земля, которая считается одной из самых сложных, если не самой сложной, для прохождения души. Поэтому люди, которые испытали клиническую смерть и встретили душу, которая вернулась с планеты Земля, они чувствовали, какая эта душа сильная, какая она стала прекрасная, потому что она прошла этот путь, и она эволюционировала, она прошла эти уроки, которые ставила перед собой. И тогда, глядя на свой жизненный путь, мы можем с благодарностью смотреть на все наши испытания, потому что они закалили нашу душу и пробудили в ней безусловную любовь и принятие. И тогда наша душа прошла эти уроки. Если мы смогли, несмотря ни на что, открыть свое сердце и испытать эту безусловную любовь, принятие и благодарность. Когда душа решает воплотиться на земле, эта душа уже решила, что она хочет получить новый опыт, новые знания, она хочет эволюционировать. Потому что душе не обязательно воплощаться на земле. Она может жить в других мирах, прекрасных, где существует покой и удовольствие, и там ей не надо развиваться. Но если душа решила развиваться и эволюционировать, то она решит воплотиться на Земле. Потому что Земля — это одно из тех мест, если не единственное место, где можно развиваться душе. И божественный мир,
который так заботится о душе, готовит ее к этому воплощению. Он подбирает для нее тело, место, план, все необходимое для того, чтобы она воплотилась и получила какие-то важные для себя уроки для развития и эволюции. И божественный мир, божественные творцы создали для души оболочку. Представьте, что душа для того, чтобы воплотиться на Землю, одевает скафандр, который идеально подходит для нее. Он настолько идеален для того, чтобы она могла прекрасно существовать в этом 3D-мире. Этот скафандр продуман настолько тонко, настолько детально, чтобы душа могла жить в этом скафандре и не испытывать никаких неудобств, никакого дискомфорта. И вот душа получает этот скафандр, когда она воплощается на Земле. Это то, что мы называем нашим телом, в котором воплотилась эта душа. Это одно целое. Эта душа, она из божественного мира. Она связана с тонким миром. Она все время с ним коммуницирует. И вот эта душа, она находится в этом скафандре и живет на Земле, проходя уроки и получая какие-то знания и опыт. Но вы знаете, что когда душа воплощается, человек рождается с нуля, он ничего не помнит. И он даже не помнит, что он душа, что он пришел из того тонкого мира, что он сам захотел сюда прийти, что он сам выбрал себе это тело, и он выбрал свои собственные уроки. Человек проходит через какие-то жизненные ситуации, какие-то встречает проблемы, какие-то преодолевает препятствия. Но душа спит, она спит глубоким сном. И в какой-то момент произошло какое-то событие, которое потрясло этого человека до глубины души. Например, смерть близкого человека. Какая-то тяжелая, глубокая, эмоциональная ситуация. Возможно, это какая-то тяжелая болезнь, в результате которой человек наконец оказался в тишине от своей повседневной жизни и задумался, почему мне дана эта ситуация. И вот здесь начинает просыпаться душа через боль, через страдания. Начинает просыпаться душа. И когда человек задался вопросом, почему ему это дано и как ему это пережить, он невольно через боль, сердечную боль, пробуждает эту душу. И вот здесь душа просыпается. Она начинает ему что-то шептать.
И если человек чувствует этот голос, очень тихий голос, он к нему прислушается. Это будет внутренний голос или интуиция. Например, человек недоволен каким-то обстоятельством, возможно, недоволен своей работой. Он впадает в депрессию, из которой он страдает. И в какой-то момент он слышит голос, внутренний голос, который ему говорит: поменяй работу, займись любимым делом, уедь в другое место. Если человек услышит и прислушается к этому голосу, голосу души, то он пойдет за этим зовом души. Он изменит свою жизнь для того, чтобы перестать страдать. Он прислушается. И вот так происходит пробуждение души в человеке. Сказать, что душа может пробудиться, когда все хорошо, очень маловероятно. Потому что когда все хорошо, душа, как правило, безмятежна. Но если это молодая душа, то она даже не услышит внутренний голос. Но если эта душа старая, то она может почувствовать свой зов и почувствовать сострадание. Потому что сострадание дается только пробужденным старым душам. Сострадание не бывает у молодой души, юной души, которая еще хочет получить много удовольствий от физического мира. Но старая душа чувствует сострадание, когда она видит страдания других людей. Многомерный человек – это душа, которая в человеческом теле, как в скафандре, проходит свой физический опыт на Земле. И проходя эти уроки, она получает очень много эмоционального, чувственного опыта, который она может получить только здесь, на Земле. А человеческое тело способно передать этот чувственный опыт, который так необходим для эволюции души. Наши чувства имеют уникальную способность развивать нашу душу. Чувства, которые тоже развиваются вместе с душой. Вначале это могут быть негативные чувства, непринятие, от состояния разделенности, когда господствует эго. Но когда просыпается душа, то человек начинает принимать других такими, какие они есть. Это и есть безусловная любовь. Это свойство души. И поэтому, посмотрев на себя и понять, насколько вы принимаете других людей, вы можете понять, насколько вы прошли свой духовный путь. Для многих это работа на всю жизнь. И это очень хорошо. Ваша душа развивается. А принять других людей мы можем через открытое сердце. Когда мы открываем наше сердце,
И тогда мы испытываем все те эмоции, которые называют высокими эмоциями. И тогда душа выполнила свой план на этой земле. Она вспоминает, какое у нее было предназначение, что ей было начертано перед воплощением. И она идет по нему, по этому пути. И как бы ни была тяжела жизнь этого человека, он будет испытывать гармонию с собой и чувство невероятной благодарности. Он будет чувствовать, что он любим всей Вселенной. Он будет чувствовать эту любовь вокруг себя, где бы он ни находился, где бы он ни жил. Он будет чувствовать любовь вокруг себя и чувство благодарности за все, что он имеет. Это и есть многомерный человек, который живет в состоянии благодарности и изобилия. Он свободный. Когда мы возвращаемся на Землю в новое воплощение, это похоже как будто на симуляцию или игру. Вот представьте себе, что вы сидите за компьютером и играете в какую-то игру. У вас есть какие-то условия. Вы берете какого-то героя, да, вы выбираете его внешность, выбираете пол, выбираете его способности, например, выделяете. Он может быть, например, умеет летать, или он быстро бегает, или там он очень сверхсильный и так далее. И вот в этой игре вы и сами выбираете ему его внешность, выбираете какую-то географическую локацию. Вы наделяете этого героя какими-то способностями, выбираете для него какую-то страну, национальность, его характеристики, язык, далее его поведение, например. Затем вы начинаете с ним играть, да? И у вас задача, чтобы этот герой прошел, например, какие-то испытания. И вы хотите, например, чтобы он выиграл, да, в конце пришел к какому-то результату, или там набрал какие-то баллы. Есть какая-то, если у вас мотивация или стимул, да, играть эту игру. Вот когда мы в мире душ идем в новое воплощение, мы делаем практически то же самое. Наша душа с нашим духовным наставником выбирает нам план души. Какие уроки мы должны пройти в этом новом воплощении? Какое тело надо выбрать? Вы сами его выбираете. Какую страну, какую национальность, которые максимально помогут вам пройти план вашего нового воплощения. И после этого, когда душа выбирает, даже выбирает своих родителей, и все, что максимально подходит для того, чтобы получить какой-то опыт и пройти какие-то уроки и эволюционировать, потому что задача души – эволюционировать. Есть одно условие. Когда душа воплощается на Землю, ей стирают всю память о прошлых жизнях, о жизни в мире душ. То есть она рождается в новом теле и начинает все с нуля, вот как чистый лист. И представьте себе, и вот мы рождаемся как чистый лист в новом воплощении на этой земле. Мы уже не помним, что мы с духовным наставником выбирали план души, что мы говорили, какие уроки нам нужно пройти, что мы сами выбирали свое тело, свою страну, национальность, своих родителей. Мы ничего этого не помним.
Мы приходим и начинаем жить с нуля. Что мы приходим как в игре. Нам создали такие условия, нас запрограммировали, да, запрограммировали. Вот ты такой-то человек, такой-то национальности, в такой-то стране, у тебя такие-то родители, и ты получишь от них их программы. Ты уже запрограммированный, понимаете? И дальше уже идет игра. Получим мы наши баллы, сможем мы пройти вот те препятствия, вот те уроки по плану нашей души. Как мы их пройдем? Осознаем ли мы наконец, что мы здесь просто играем в эту игру, мы находимся в симуляции? Или мы будем как жертва идти и думать, что от нас ничего не зависит, и мы живем только одну жизнь? И насколько это прекрасно понять, что это игра под названием «Жизнь». Наша душа пришла, чтобы пройти вот этот путь и эволюционировать, чтобы пройти вот эти уроки и найти свой путь. Благодаря программам родительским, родовым, они нам помогают, да. Благодаря им у нас есть какая-то хоть программа, да. Мы знаем, мы принадлежим к какому-то роду, мы следуем его законам, его убеждениям, программам выживания, которые помогали очень нашим родителям, нашим предкам, да. Но если мы осознаем сейчас, что мы находимся в симуляции, то есть, что это значит? Что мы можем изменить эти программы, что мы можем, потому что мы – это душа, божественная душа, которая сама по праву, по своему, именно по закону права выбора выбрала все, что она хотела сделать, и пришла в свое воплощение здесь и сейчас. И мы можем изменить эти программы, и мы можем жить так, как мы хотим, как хочет наша душа, найти свой путь, найти свое предназначение, найти свою миссию.